Сегодня Путин наконец высказался о боях в Курской области. Из его многословного и ограниченно внятного рассуждения можно выяснить, что таким образом Украина пытается улучшить свои переговорные позиции. Но переговоров с теми, кто атакует мирное население и угрожает ядерным объектам, конечно же, быть не может. Оценку происходящего Путин пообещал дать позднее, а сейчас требуется выбить противника и надежно прикрыть границу. Самый потрясающий мысленный эксперимент. Сравним нынешнюю речь Путина с тем, что он говорил 24 февраля позапрошлого года. Сколько тогда было намеков на конец света всем, кто хотя бы попытается оказать сопротивление. А сейчас Путин рассуждает, что надо бы укрепить госграницу с государством, с которым он уже 2,5 года ведет войну. Выступление Путина – хороший повод поговорить о том, как вторжение ВСУ ударило по главному, что у него есть, по образу сильного и решительного лидера. Казалось бы, что Путину до образа? Но на самом же деле это единственное, что имеет значение. Только перед тем, как начнем, небольшое объявление о моем проекте «Разместим». Проект помогает людям, потерявшим дом из-за боевых действий, связаться с теми, кто в России готов предоставить им временное бесплатное жилье. Связь осуществляется через наш специальный Telegram-бот. На прошлой неделе мы получили 155 заявок, 42 из них – это запросы о помощи, преимущественно из Курской области, от людей из Курской области. За неделю с помощью «Разместим» были размещены 8 семей, одна из них – семья с 19 детьми. Да, может быть, это немного, но мы не государство, мы небольшой канал и делаем то, что можем. Если вы хотите помочь или вам нужна помощь, ссылка на проект будет в описании. Вся эта война, как в своем ходе, так и в решении ее начать, это имидж и пиар. В захвате сел с чудными провинциальными именами типа «Ягодное» нет ни экономического, ни военного, никакого практического смысла. Смысл тут другой. Путин всем пытается доказать, что он пойдет до конца. Ему плевать, что с Киевом не вышло, Николаев не поддался, до Харькова не дошли, Херсон сдали. Все это для Путина не имеет значения, он будет воевать до конца. Никакие неудачи, отступления и поражения на эту решимость не влияют. Будет давить до тех пор, пока не додавит. Сила, решимость и отсутствие тормозов. Именно их стремятся продемонстрировать. Исходя из этой характеристики, предполагается договариваться с Путиным, планировать любые действия в его сторону. Мол, если его задеть, обидеть, уязвить, спровоцировать, то он возьмет и грохнет ядеркой по Вашингтону, вообще не чихнув. Потому что человек, способный положить 2 дивизии за Бахмут и батальон за 3 дома в чистом поле, очевидно способен на все. Да, у Путина нет каких-то выдающихся генералов и эффективной армии, зато есть та самая решимость. Он диктатор. Ему не нужно сильно задумываться об общественном мнении, не нужно переживать о жертвах людских и расходах финансовых. В отличие от западных демократий, он может быстро принимать любые решения, не считаясь ни с какими издержками. В путинской мифологии никаких украинских войск на российской территории в принципе быть не может, потому что за таким оскорблением сразу же следует Армагеддон, несоразмерный и убийственный ответ, чтобы никому следующие 300 лет даже в голову не пришло покушаться на российские границы. Согласно нарративу, который Путин внушает западным оппонентам и восточным своим друзьям, такого рода атака должна не просто закончиться в течение 24 часов полным уничтожением сил вторжения, но и превращением в озеро штата Невада. На потенциальной силе, на возможности нанести превосходящий ответ в случае, если Путина доведут до ручки, на этом во многом строится его легитимность среди собственных элит. Ведь он пойдет на все, чтобы защитить свой режим, а значит и их активы. На этом строится и легитимность внешняя. Ведь нет варианта давить на Путина. Такого можно только уговаривать. Мало кто уже помнит, но вся та лихорадочная, в 3 дня практически, аннексия 4 областей Украины предполагалась военным актом, призванным остановить обрушение фронта. Предполагалось, что линия на карте станет надежнее любых траншей и минных полей. Ведь никто не посмеет переступить черту, установленную Путиным. Ответ же будет ужасным. Происходящее ныне в Курской области такой образ Путина разрушает каждый день. ВСУ теперь находится на российской территории и не на воображаемой, а на международно признанной и легитимной. Закрепляются там, расширяют фланги, налаживают логистику, демонстративно снимают российские флаги со зданий и вводят на занятые территории новые войска и технику. На российской территории создается полноценный плацдарм, и его не ликвидировать завтра, послезавтра или через 3 недели. Это не рейд, это взятие под контроль территории, за которую придется всерьез воевать.
Просто новая реальность. Кусок российской территории оккупирован, и в какой-то обозримой перспективе оккупирован будет и дальше. На дорогах региона разбитые российские колонны. Каждый день появляются все новые ролики с пленными российскими военными. Там и срочники, которые не успели понять, что случилось, и тикток войска полка Ахмат. В сумме пленных уже точно больше сотни. Но если вы откроете официальный сайт президента Российской Федерации, то с изумлением обнаружите, ничего такого в стране даже и близко не происходит. Главная новость сегодня – открытие международного форума «Армия-2024» и обращение Путина по этому поводу. Так уж совпали даты. Сегодня годовщина гибели подлодки «Курск». И многие стремятся провести параллели от Курска до Курска. С чего началось правление Путина и к чему оно пришло. Но параллелей нет никаких, кроме той, что 24 года назад Путин впервые продемонстрировал, как он действует в чрезвычайных ситуациях. И от этой линии в дальнейшем не отклонялся. Что теракт, что стихийное бедствие. Главное действие президента при любой катастрофе – исчезнуть и не отсвечивать в новостях. 24 года назад ему приходилось кому-то что-то объяснять. Тогда официальной версией был отпуск в Сочи. Сейчас даже официальной версии не нужно. Тут я хочу сказать пару слов о моей книге «История новой России». Там в том числе и про Курск есть, и вообще еще много про что. Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известны россиянам меньше, чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Вот тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки. Отличным подарком, вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Купить книгу вы можете в России за рубли на сайте shopmaxcats.ru. Проблем с этим никаких нет, это абсолютно легально. А еще вы можете купить книгу из других стран, в ЕС или США, на Амазоне. Там она подороже, но тем не менее есть. Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Вдруг вы живете не в России и хотите, например, сделать подарок кому-то, кто смотрит мой канал. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер. Все очень качественное. К сожалению, вот это пока только для заграничных зрителей. В Россию пока это не доставляется. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действует акция. Если подумывали купить, сейчас самое время. Продолжим. С 8 августа, когда был разговор по видеосвязи с исполняющим обязанности губернатора Курской области, когда Путин щедро раздал беженцам по 10 тысяч рублей, с того дня мы видим первое возникновение национального лидера на радарах, причем с речью, из которой можно минимально понять, что он вообще собирается делать дальше. И 4 дня назад в том разговоре со Смирновым что Путин обсуждал? Он обсуждал ситуацию. Ситуация – это король путинских эвфемизмов. Если не знать, что происходит, и смотреть на разговор вне контекста, то сложится ощущение, будто речь идет о коммунальной аварии. Более высокопоставленный бюрократ с менее высокопоставленным обсуждают вопросы местного значения, подготовку к отопительному сезону. Никаких грозных реляций или обещаний грядущей преисподней. Речь Путина построена так, чтобы ни в коем случае никто не решил, что случилось нечто серьезное, чрезвычайное, заслуживающее внимания граждан. Нет. Разговор с врио губернатора Путин закончил тем, что Курская область – район очень интересный и перспективный, а перед Смирновым стоят задачи его развития. Сегодня то же самое. Киев хочет улучшить свои переговорные позиции. Большое спасибо за раскрытие мотивации персонажа, но с этим можно и попозже разобраться, наверное.
Прямо сейчас украинские войска стоят на российской территории и продвигаются. Не все ли как бы равно, что имел в виду Зеленский, что хотел сказать автор? Тем временем в зоне той самой ситуации, о которой говорит Путин, происходит какая-то возня, иначе не назовешь. Кого-то как-то эвакуируют, большинство эвакуируются своими силами, нет никакого центра принятия решений, как и источника официальной информации тоже нет. Люди ориентируются на телеграм-каналы. Минобороны всецело заняты демонстрацией бурной деятельности. Войска перемещаются под камеры телеканала «Звезда», тщательно фиксирующие все визуальные ориентиры, чтобы ВСУ уж точно не промахнулись. Центральные и местные СМИ уже запутались в методичках. С одной стороны, им нужно следовать за Путиным и максимально успокаивать жителей, уравнивая вторжение с прорывом теплосети, который вот-вот устранят. И вообще не о чем тут говорить. Но с другой стороны, уж игнорировать происходящее это трудно совсем. Сложно делать вид, что иностранные войска не окапываются на российской территории, а десятки тысяч людей не бегут из своих домов. В тот редчайший момент, когда впрямь нужно лидерство, единоначалие, те самые решительные меры и жесткий ответ, в стране не оказывается центральной власти. Причем, что хуже, с точки зрения Путина и его внешнего образа, это все очень заметно. Если спроецировать происходящее на тот самый пацанский мир, в котором живут Путин и значительная часть его окружения, Зеленский отвесил ему при всех леща. Путина публично унизили, и унизившему ничего за это не было. Тот же самый Путин, который недавно пальцы гнул, гоголем ходил, рассказывал, на каких условиях он примет капитуляцию Украины, требовал себе Херсон и Запорожье, снова НАТО указывал, где ему стоять, а где нет, теперь получает по щам и ничего не может с этим сделать. В созданной Путиным рамке понятий захват российской территории должен был привести как минимум к Третьей мировой войне. Но событие это спущено на уровень губернатора и директора ФСБ, который отвечает за режим контртеррористической операции. Конечно, Путину совершенно плевать, что о нем думают жители Курской области, равно как и остальные граждане России. Выборы-то прошли уже. Ему ни тепло, ни холодно от полного офигения Z-телеграмма, осознавшего, что ныне нужно просто смириться с новым фронтом на российской территории. Ту же самую картину наблюдают не только граждане России, но и, например, товарищ Си Цзиньпинь. Он видит, что Путин на самом деле вот такой. Путину можно влепить за трещину, и тот ничего не сделает. Не потому что не хочет, а потому что не может. Потому что слаб. Та часть мира, на которую Путин ориентируется, Китай, Иран, КНДР, им пофиг на права человека и демократические процедуры. Они никому не предъявят за политические репрессии и фальсификации выборов. Зато они ценят силу. Чтобы эту силу продемонстрировать, Путин, не считаясь ценой, шел по территории Украины. В ВСУ же оказалось достаточно захватить 1,5 района Курской области, чтобы показать, насколько Путин слаб. Как можно принимать за равного того, кто не в состоянии ответить на унижение? Какие переговоры можно с таким вести? К кому приходят через границу маршем, оккупируют кусок территории, а он просто старался отсидеться, пока все как-нибудь само уляжется. То же касается окружения Путина. Он успешно создал структуру, работающую по мафиозным принципам. Такие структуры весьма устойчивы, круговая порука и кодекс молчания хорошо работают, все повязаны и заинтересованы в продолжении существования структуры, ведь за всеми такой шлейф преступлений, что отступать некуда. Но есть в такой схеме и оборотная сторона. Главный бандюк не может быть сопляжуем. Он не может спускать оскорблений. Сидя во главе убийц, нельзя демонстрировать слабость и нерешительность. Каждый из них считает себя силой. Каждый из них сам не против быть боссом. Лидерство в преступной организации дается по праву силы. Путин не просто так содержит отряды убийц, которые готовы достать бывшего разведчика на британской территории. Потому что если кому-то сошло с рук предательство, если из мафиозной структуры в принципе есть какой-то выход, кроме как на тот свет, то это слабость главы. И вот это делает ситуацию предельно опасной в первую очередь для граждан России. Жизни курян заботят Путина примерно в той же степени, что и жизни мариупольцев или гражданского экипажа пригожинского самолета. Путину они не интересны. Ему нужно демонстрировать силу и отвечать на оскорбления. Заниматься внятной централизованной эвакуацией, заботиться о жизнях детей и лежачих стариков, таким будут озадачиваться в последнюю очередь. Выявлять украинские позиции в таком бардаке очень сложно. Снести фугасными авиабомбами поселок под ноль легко и быстро. Наши граждане, которые находятся в окрестностях зоны боевых действий или, не дай бог, внутри этой зоны, должны осознать, свое уязвленное самолюбие, свой поблекший имидж
Путин попытается починить ценой их жизни. Очень наивно, а в данном случае смертельно опасно полагать, что человек, озабоченный только сохранением собственной власти, хоть на секунду задумается о вашей жизни. Спасать вас, быть лидером и выполнять свои базовые функции отнюдь не его приоритетная задача. Путин много раз демонстрировал. Ему абсолютно плевать, сколько людей погибнет и какого цвета у них паспорт. Имеет значение только картинка, только демонстрация решимости. Задача государства не спасать граждан, а гасить дурной информационный фон. Государству плевать, что фон этот придется гасить вместе с людьми. Не надейтесь ни на кого. Не ждите, что государство пригонит за вами автобус, что оно о вас позаботится. Если вы находитесь в зоне путинской ситуации, уезжайте как можно скорее. Вы больше не мирное население, вы теперь сопутствующий ущерб для него, который никто не будет учитывать. Оскорбленный гопник – существо опасное. Причем не для тех, кто его обидел, а для тех, кто под руку подвернулся, на ком можно отыграться и продемонстрировать силу. Силу будут демонстрировать кровавой мясорубкой, стрелять будут в белый свет, как в копеечку, как привыкли. Не надейтесь, что в вас не попадут, а тем более пожалеют. Путин не так устроен. Мы уже сегодня рассказывали о проекте «Разместим». Воспользуйтесь им прямо сейчас. Многие россияне там предлагают жилье, куда вы можете поехать. Ведь прямо сейчас вы можете рассчитывать только на себя, ну и на тех людей, кто готов помочь. Подумайте о своей жизни и сохраните ее. Российское государство за вас это не сделает. До завтра.